А если вы некрасивый, и девочки не смотрят на вас? Но никому до этого нет дела. Поэтому иногда лучше умереть, чем быть молодым. Здорово он закрутил. Я не призываю вас умирать, но иногда это единственный выход. Привет, друзья, меня зовут Олег, и вы на канале Киногост. Прибавьте громкость 1990 года, другой вариант «Врубай на полную катушку», «Pop-up to volume». Подростково-музыкальной драмеди, снятой режиссером Аланом Мойлом с Кристианом Слейтером и Самантой Мэтис в главных ролях. Фильм «Прибавьте громкость» стал одним из ряда сильных искренних подростковых манифестов середины конца 80-х в североамериканском кино. Наполненный наглостью, отвязностью, свободой, юношеским максимализмом, которые не каждый из нас нынче может себе позволить, он обращается к типичным проблемам молодых людей того времени, заявлявшим «правда это вирус», а также «проще умереть, чем быть молодым». Не спешите делать выводы о человеке, который кажется вам слишком стеснительным и застенчивым. Возможно, именно он ведет ночное шоу на радио, от которого у вас ставят волосы дыбом и хочется прибавить громкость. Докажите, что у вас есть позиция. Делайте глупости, сходите с ума. Нам не нужны примерные мальчики. Фильм «Прибавьте громкость», актеры и роли. Кристиан Слейтер, Марк Хантер, ведущий пиратской радиостанции. Саманта Мэтис, Нора Де Ниро, подруга Хантера. Скотт Паулин, Брайан Хантер, отец Марка, школьный инспектор. Мими Кеннеди, Марла Хантер, мать Марка. Эллен Грин, Джен Эмерсон, учительница. Энтони Лучера, Малькольм Кайзер, ученик, покончивший с собой. Энди Романо, Мёрдок, помощник директора. Шерил Поллок, Пейдж Вудвард, отличница. Энни Росс, Лоретта Крезвуд, директор школы. Билли Морисет, Масс Мазиль, школьный хулиган. Роберт Шенкен, Дэвид Дивер, старший советник в школе. Это ты продаешь пленки с тем парнем? Да. Почем? По 5 баксов. Ладно, давай сюда. Вот, возьми. Торгуешь кренделями, Дональд? Никто не знает, кто он. Мы тебе не верим, Дональд. Клянусь богом, никто не знает. К концу дня мы его вычислим. Не забудь, что у нас твое личное дело. Не забудь об этом, дружок. Для канадца Алана Мойла картина «Прибавьте громкость» стала лишь третьей режиссерской работой. Актриса Саманта Мэтис была партнершей Кристиана Слейтера в еще одном фильме, боевике «Сломанная стрела» 1996 года. Саундтрек фильма «Прибавьте громкость» стал одним из важнейших факторов популярности ленты на протяжении многих лет. Когда в вступительных титрах звучит музыкальная тема фильма «Everybody Knows» Леонарда Коэна, вы можете увидеть на кассетах андеграундной группы Хантера. Саманта Мэтис появилась в нескольких телевизионных шоу и фильмах, снятых для телевидения, но «Врубай на всю катушку» стал ее первым серьезным фильмом. Мы заварили кашу. Мы? Ладно, я заварил. Мне нужна твоя помощь, чтобы закончить это. Нора, ты нужна мне. Наконец-то. Я хочу показать тебе кое-что. Это больше, чем рука младенца. В 1990 году фильм получил приз зрительской симпатии на Devil American Film Festival и был отмечен как лучший фильм на Seattle International Film Festival. Студия Марка Хантера в подвале, а также спальня его юных слушателей представляли собой декорации, построенные в студии в Лос-Анджелесе. Успех фильма по большей части зависел от игры Кристиана Слейтера, который в основном состоял либо из необузданных монологов в комнате в одиночестве, либо из такой болезненной застенчивости в присутствии других, что казалось, будто у него могла бы возникнуть аневризма, если бы он смотрел им в глаза. Что вы хотите от меня? Будь счастливым, встречайся с девушками. Отлично. Ты не хочешь слушать, ты не хочешь говорить со мной, ты не хочешь говорить ни с кем. Ты все ненавидишь. Я не могу разговаривать с людьми, и с этим ничего не поделаешь. У всех есть проблемы, не только у тебя. Но в одиночку ты не решишь их. Надо общаться с людьми. Без этого никак. Все, он ушел. Фильм «Прибавьте громкость», сюжет. Конец 80-х. Марк Хантер, Кристиан Слейтер, интеллектуальный, но застенчивый подросток, переезжает с родителями в провинцию Аризона с восточного побережья и вынужден осваиваться в новой школе, где его после большого города все ожидаемо бесит. Он скучает по своим друзьям, ребята из школы кажутся ему примитивными провинциалами, абсолютно недостойными его внимания.
Днем он изо всех сил старается не выделяться из толпы, а ночами развлекается вещанием по радио. Он собрал пиратскую радиостанцию и отрывается в своих эфирах по полной, выходя в эфир под именем Гарри. Эфиры становятся все более популярными, слушать начинают не только ученики, но и учителя и родители, а потом и полиция и ФБР. Вдобавок, одна из самых преданных поклонниц, Саманта Мэтис, легко и непринужденно вычисляет, кто на самом деле скрывается за образом развязанного и острого на язык диджея. Неожиданно открываются неприятные факты из биографии директора школы, а Гарри вдохновляет своих сверстников на борьбу с системой и помогает им найти себя, не идти на компромиссы перед лицом жизненных сложностей. Хотите взять у меня интервью? Я слушаю его с самого первого раза, и он нравится мне. Вот, включите. Знаете, я всегда ходил туда, всегда. А они почему-то выгнали меня. Вы меня слушаете? Проверьте это. Вся школа в дыму. Дыма становится все больше и больше. Спускайся, спускайся. Поди сюда. «Прибавьте громкость» — один из моих любимых фильмов о подростках 80-х с отличным саундтреком и общей атмосферой, напоминающей фильмы Джона Хьюза и, в частности, «Клуб Завтрак». «Прибавьте громкость» или «Вырубай на полную» — кино о подростковом бунте. Да, школа показана американская, но в общем и целом откликается абсолютно. Все ребята кажутся абсолютно настоящими. Да, сюжет узнаваемый, но важное преимущество, отличительная особенность «Прибавьте громкость» в том, что все это показано с юмором. Фильм в первую очередь веселый и стебный, бунтарский, безбашенный, можно сказать, оживший подросток, превратившийся в кино. Сейчас такой сюжет был бы представлен мрачной депрессивной драмой, выбивающей слезу и рассчитанной под получение оскаровской статуэтки. Неправда, Марк. Мы слышали, как ты разговаривал. Да, я читал вслух. Так мы и поверили. Ладно, я скажу вам правду. Он разговаривал со мной. Здравствуйте. Я Нора Де Ниро. Рада познакомиться. Здравствуйте. Я думала, вы будете недовольны, что я мешаю Марку заниматься. О, нет, нет, совсем нет. С момента выхода «Врубай на полную катушку» жизни социум сильно изменились. Над большинством тем, под которым проезжается этот фильм, уже давно не то, что шутить не принято, а лучше даже не заикаться. Но для тех, кто вырос в другое, прежнее время, «Прибавьте громкость» до сих пор смотрится хорошо, свежо, актуально и весело. Ведь нам есть что вспомнить, верно ведь? Фильм по сути о том, что якобы мастурбирующий в нелегальном эфире подросток-диджей может добиться того, чего никогда не добьются белые воротнички. О том, что не нужно быть кем-то еще, чтобы менять окружающую действительность, кроме как личностью. О том, что молчать не выход, независимо от того о чем. Кто сказал, что кучка подростков серая масса, а не сила, с которой нужно считаться? Нужен ли тот, кто откроет эту силу? Срочно прибавьте громкости манифесту бунтующей молодости. Врубайте на полную катушку. Берите все в свои руки. Это ваш мир. Он принадлежит вам. Высказывайтесь. Никто не смеет остановить вас. Пусть все услышат ваш голос. Пользуйте свой шанс, действуйте, делайте все возможное. Проявляйте себя. Говорите все, что считаете нужным. Берите от жизни все.